Друзья, всем привет! Готовлю диетический кето-торт без муки и без сахара. Творожный кето-торт Анжелика – это отличный выбор для всех, кто не употребляет глютен, либо ограничивает углеводы в своем рационе. В основе коржей я использовал клетчатку псилиум, но подойдет любая клетчатка, например, сибирская. Он очень хорошо усваивается в ЖКТ и, самое главное, низкокалорийный, где на 100 грамм торта приходится всего 157 килокалорий. Готовится из доступных продуктов очень просто и быстро, а все особенности рецепта я расскажу в данной публикации. В мягкий творожный сыр добавляю подсластитель, перемешиваю, чтобы подсластитель вмешался в творожный сыр. Рекомендую использовать подсластитель в виде пудры или просто пробить в кофемолке, тогда он быстрее вмешается в творожный сыр. Творожный сыр рекомендую использовать комнатной температуры или немного подогреть на плите или в микроволновой печи, чтобы он стал немного теплый. Все это способствует лучшему вмешиванию подсластителя в сыр. Добавляю сразу все яйца и тщательно перемешиваю до однородности. Яйца полностью вмешались в творожный сыр. Добавляю растительное масло. Тщательно перемешивай, чтобы масло полностью вмешалось в сырно-яичную основу. Растительное масло можете использовать любое по своему вкусу. У меня это рафинированное оливковое масло без вкуса и запаха. Добавляю псилиум с разрыхлителем. Тщательно быстрыми движениями все перемешиваю, чтобы псилиум полностью вмешался в сырно-яичную основу. Тесто на клетчатке готово. Оно без крупинок и имеет консистенцию примерно как кисель. Оставляю тесто на столе примерно на 15 минут, чтобы оно набухло. Противень для выпекания равномерно смачиваю водой при помощи кисточки. Сверху выкладываю пекарскую бумагу и фиксирую пекарскую бумагу на противне. Дополнительно перемешиваю тесто, чтобы оно было по консистенции все одинаковое. Выкладываю все тесто на противень поверх пекарской бумаги. Распределяю тесто по всей площади противня. Противень с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 20 минут в режиме вверх-вниз. Для крема в мягкий творожный сыр добавляю творог и подсластитель. Пробиваю погружным блендером, чтобы творог вмешался в творожный сыр, а подсластитель растворился. Творожный сыр рекомендую мягкий или прогретый на плите или в микроволновой печи. Творог рекомендую жирный, например, 9%, тогда творожная основа будет гладкая. При желании можно добавить ванильный экстракт, с ним вкус крема получится ярче. Пробиваю окончательно все блендером. Готовый творожный крем убираю в холодильник. Выпеченный теплый корж выстилаю пергаментом. Устанавливаю решетку и переворачиваю сверху вниз. Осторожно снимаю пекарскую бумагу. Ножом разделяю корж на 4 части. Коржи гибкие и эластичные, убираю в холодильник. На первый холодный корж выкладываю творожный крем и распределяю крем по всей площади коржа волшебной палеткой. Если нет палетки, распределить крем можно лопаткой или ножом. Закрываю вторым коржом и в такой последовательности собираю торт, чередую коржи и крем. Распределяю творожный крем по боковинам торта, заполняя стыки между коржами. Оставшийся крем выкладываю сверху на торт, распределяя его волшебной палеткой. Окончательно выравниваю торт и убираю его в холодильник до следующего дня, чтобы он стабилизировался. Для приготовления глазури тертый какао необходимо расплавить на плите или в микроволновой печи. Это тот же самый стопроцентный шоколад, только без какао-масла. Вы можете использовать обыкновенный темный шоколад. У меня вот такое тертое какао производства Чоко-матрешка. Я расплавил тертый какао в микроволновой печи. Он однородный и без крупинок. По вкусу можно добавить любой жидкий подсластитель. У меня это сироп стевии. В тертый какао добавляю растительное масло. Тщательно перемешиваю. Шоколадная глазурь для торта готова. Остывшую до слегка теплого состояния глазурь наношу на холодный торт при помощи кондитерского мешка без насадки в виде полосок. Формирую шоколадную сетку. Сверху дополнительно украшаю ягодами, в моем случае это клубника. Вы можете использовать любую ягоду на свое усмотрение. Убираю торт в холодильник на 1 час. Творожный кето-торт Анжелика получился вкусный, с гармоничным сочетанием творога, шоколада и клубники. Это отличный выбор для всех, кто любит сладкое и десерты, но ограничивает углеводы в своем рационе. Или просто не употребляет глютен. Обязательно приготовьте торт Анжелика, который можно есть без ограничений, даже на дефиците калорий, которые не усвоятся благодаря клетчатке в составе коржей. Друзья, спасибо за вашу активность, тем самым вы продвигаете канал, а меня мотивируете публиковать больше проверенных и стабильных рецептов, которыми я с радостью делюсь. Готовьте со мной вкусные и полезные рецепты на канале. Увидимся в новом видео, приятного аппетита!